Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Выбирая наиболее универсальный бинокль для путешествий и ежедневных наблюдений, многие пользователи останавливаются на приборах с диаметром объектива в 50 мм и увеличением в 10 крат. Классическая схема Порро делает их не совсем компактными, но зато достаточно недорогими, менее прихотливыми и обеспечивает при прочих равных достаточно качественную картинку. Итак, давайте начнем знакомство с биноклем компании Olympus модели 1050 DPS. Бинокль поставляется упакованный в подарочную фирменную картонную коробку голубого цвета. Заглянув в коробку, вы обнаружите сумку с биноклем, а также шейный ремешок. Сумка бинокля снаружи изготовлена из синтетической ткани и имеет неширокий регулируемый наплечный ремешок. Снаружи ткань жесткая, а внутри более мягкая, торцы обшиты узкой и прочной синтетической тесьмой. Внутренние стенки заполнены тонким поролоном, который в совокупности с покрытием бинокля сможет защитить лишь от незначительных ударов. В комплекте поставки имеется шейный ремешок регулируемой длины. К сожалению, он довольно узкий, изготовлен из прочной синтетической ленты и не имеет более широких смягчающих вставок. При изготовлении корпуса использованы поликарбонат и легкий алюминий. Снаружи бинокль покрыт черным обрезиненным покрытием, которое защищает от влаги и сырости механические части бинокля. Однако не стоит путать его с покрытием Waterproof. Петли фиксации шейного ремешка весьма удобно утоплены в нижней части тубусов бинокля. Вес бинокля составляет 855 грамм и почти не ощущается в руках. При собственном весе в 900 грамм бинокль почти не ощущается в руках. Общая длина составляет без малого 18 сантиметров, а центр тяжести бинокля приходится примерно на ее середину. Пластиковые крышки объективов и окуляров бинокля не имеют приспособлений крепления к шейному ремешку. При этом объективные крышки держатся довольно крепко, а окулярные склонны спадать. Поэтому при наблюдениях советуем их снимать и сразу же класть в сумку во избежание потери. Если вы проводите длительные наблюдения и хотите избавиться от тряски изображения, воспользуйтесь гнездом крепления штативного L-адаптера. Оптическая схема Porro позволит вам без проблем добраться до гнезда крепления, открутив пластиковую заглушку. Как и большинство биноклей, данная модель имеет центральную фокусировку. Осуществляется она благодаря удобному обрезиненному колесику, не имеющему люфтов и мертвого хода. Минимальная дистанция фокусировки составляет около 6 метров. На правом окуляре бинокля имеется кольцо диоптрийной подстройки с диапазоном регулировки плюс-минус 5 диоптрий. Межзрачковое расстояние у данной модели регулируется от 60 до 70 мм с небольшим запасом в обе стороны. Диаметры объективов в 50 мм покрыты синим просветляющим покрытием. Окуляры имеют такое же покрытие, которое отличается хорошей устойчивостью к стиранию и повреждению. Кроме этого, оптические элементы имеют защитное покрытие от ультрафиолетового излучения. Окуляры бинокля имеют вынос зрачка 12 мм. Форма зрачка круглая, с небольшим подрезанием, обусловленным, по всей видимости, конструкцией призменного блока. Окуляры бинокля имеют резиновые нескладные наглазники без регулировки высоты. Следует отметить, что узлы фокусировки окуляров не имеют высокой жесткости при поперечных нажатиях в выдвинутом положении. Однако данный факт является характерной чертой для биноклей такого класса и не является критичным. Говоря о реальном тестировании, следует отметить, что бинокль дает четкую яркую картинку без светового искажения. Изображение натуральное, без искажений в какую-либо спектральную область. Стоит заметить, что оптические элементы прибора практически не вносят подушкообразной дисторсии в выходное изображение, которое дает бинокль. Модель обладает умеренным и почти незаметным хроматизмом на границах очень ярких и контрастных объектов. Приближаясь к краю поля, можно заметить астигматизм. Однако данное свойство в большей или меньшей степени присуще моделям такого класса.
Поле зрения бинокля составляет 114 метров на километр или 6,5 градусов в угловом эквиваленте. Видимый угол зрения составляет 65 градусов. С выходным зрачком 5 мм и светосилой в 25 бинокль позволяет проводить ночные наблюдения, в том числе звездного неба. Однако объекты будут затемнены, а увеличение в 10 крат будет немного недоставать. Итак, бинокль обладает весьма неплохой механикой и качественным покрытием корпуса. Наряду с этим оптические элементы имеют специальное покрытие, что защищает ваши глаза от ультрафиолетового излучения. А сферические элементы оптики позволят получить контрастную и неискаженную цветовую картинку, как рыбакам, охотникам, так и просто любителям природы. Справедливости ради стоит отметить, что по краю поля качество картинки немного страдает от затененности и нечеткости практически на любом расстоянии от объекта. Однако в целом бинокль стоит своих денег и неоднократно порадует вас множеством положительных впечатлений. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.